Изоляционные материалы. Защищать от воды необходимо все поверхности и конструкции, которые так или иначе могут контактировать с водой. В загородном доме это фундамент, подвал, крыша. Внутри дома или квартиры это санузел и ванная комната, где возможны протечки и затопление. Внутри конструкции дома это может быть утеплитель, который необходимо защитить от конденсата или осадков. Обратите внимание, что защищать от воды необходимо не только там, где возможно ее проникновение, но и там, где омывающие или конденсатные воды могут негативно влиять на материал конструкции. Для этого существуют различные виды гидроизоляции, которые различаются назначением, местом применения, а также материалами. За последние десятилетия рынок материалов для гидроизоляции значительно расширился. Появились абсолютно инновационные решения, но также не забытые старые способы защиты от воды, как, например, укладка рубероида. Среди всего разнообразия несложно и потеряться. Чтобы облегчить понимание, какой именно вид гидроизоляции подойдет именно вам, мы постараемся классифицировать все виды, а также обозначим их назначение, плюсы и минусы, технологии и особенности монтажа. Виды гидроизоляции. Прежде чем перейти непосредственно к перечислению видов гидроизоляции, хотелось бы разъяснить очень важный момент, почему необходимо защищать от воды. Неужели она так страшна, это H2O? Конечно, если у вас в подвале по колено воды, то здесь все вполне понятно. Необходимо защищать подвал от проникновения воды, заткнуть течь. Примерно такой же принцип используется при гидроизоляции крыши. Основная задача – предотвратить течь. Но ведь это не единственная беда, которую может причинить вода. Например, вы можете обмазать подвал изнутри мастикой, и подвал станет сухим. Но достаточно ли этого? Значительно больше вреда вода приносит, просачиваясь в структуру материала. Соли, растворенные в воде, постепенно разрушают материал, снижая его прочность и долговечность. Поэтому защитить подвал необходимо снаружи, не дав возможность воде проникнуть внутрь бетона. И это основное правило, которое необходимо запомнить. Лучше защитить и материал конструкции, и помещение, чем только помещение. Существует несколько классификаций гидроизоляционных технологий по способу обустройства, по основному назначению, по названию используемых материалов, а также по месту и времени применения. По месту применения существует внутренняя и внешняя гидроизоляция. Очевидно, что внутренняя гидроизоляция – это комплекс мер по защите от воды, который осуществляется внутри помещения. Например, гидроизоляция стен и пола в ванной комнате. Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи конструкции, например, защита фундамента от грунтовых вод или защита крыши. По времени применения различают первичную и вторичную гидроизоляцию. Первичная гидроизоляция конструкций осуществляется сразу же на этапе строительства объекта. Вторичная представляет собой ремонтные меры. Например, если от старости или по другой причине первичная гидроизоляция повреждена и не справляется со своей задачей, то выполняется комплекс мер по вторичной гидроизоляции. В таком случае старое покрытие удаляется, поверхность тщательно очищается и наносится новый гидроизоляционный слой. Также возможен вариант нанесения нового слоя поверх старого, но так делать не рекомендуется. По назначению и особенностям различают такие виды гидроизоляции. Противонапорная работает на прижим, безнапорная работает на отрыв, противокапиллярная уплотняющая швы и сопряжения, поверхностная и комплексного назначения. Противонапорная гидроизоляция служит для защиты от положительного давления воды. Например, если уровень грунтовых вод вокруг подвала очень высок, то снаружи стены подвала обустраивается противонапорная гидроизоляция из материалов, которые легко выдерживают положительное давление воды. Иногда такую технологию еще называют «действует на прижим». Это означает, что вода своим весом прижимает материал гидроизоляции к стенам. Использовать эти же материалы на внутренних стенах фундамента не имеет смысла, так как там действует другое давление воды. Безнапорная гидроизоляция служит для защиты от отрицательного давления воды. Например, если вследствие обильных осадков или весенних паводков скопилась вода вокруг фундамента,
то от нее можно защититься изнутри помещения подвала. Ее давление невелико и действует на отрыв материала от поверхности. Противокапиллярная гидроизоляция защищает материал конструкции от поднятия в нем влаги по капиллярам, ведь многие строительные материалы засасывают в себя воду, которая затем поднимается по капиллярам. К таким материалам относятся и бетон, и кирпич. По способу обустройства различают такие виды гидроизоляции: окрасочная, обмазочная, штукатурная, оклеечная, литая или напыляемая, пропиточная, инъекционная, засыпная, монтируемая, защитные листы, конструкционная, добавки в бетон на этапе строительства, различные пленочные материалы для защиты утеплителей и крыш. Далее более подробно разберем гидроизоляционные технологии по способу обустройства, так как по ним проще всего определить назначение и особенности монтажа. Обмазочная гидроизоляция. Обмазочная гидроизоляция представляет собой покрытие поверхности различными мастиками, однокомпонентными или двухкомпонентными эластичными составами толщиной от 2 мм до 5-6 см. Назначение: используется для внешней гидроизоляции здания, обработка фундамента для защиты от грунтовых вод, обработка плоской крыши для защиты от осадков. Также используется для внутренней гидроизоляции обработка стен подвала, обработка пола и стен ванной комнаты. С помощью обмазочной гидроизоляции закрываются трещины на стенах. Достаточно вспомнить, как происходит гидроизоляция панельных домов. Со стороны они выглядят как разлинейные на прямоугольнике коробки. В качестве обмазочной гидроизоляции используют битум и все битум-содержащие материалы. Достоинства: дешевый материал. Недостатки: битум становится хрупким при температуре ниже 0 градусов и теряет эластичность. Любые деформации в период отрицательных температур неизбежно приведут к появлению трещин и разрывов, а со временем материал отслоится от поверхности. Срок службы гидроизоляции из битума 5-6 лет. Иногда даже 3-4 зимних циклов достаточно, чтобы материал вышел из строя. Работа с горячим битумом относится к опасным. Возможны травмы на производстве. Требуется тщательная подготовка поверхности. Необходимо очистить поверхность основания от пыли, мусора и наплывов строительного раствора. Заделать все щели, рытвины и раковины. Проводить работы можно только в сухую погоду. Бетон должен быть сухим. Требуется качественная обработка праймером. Необходимо защитить гидроизоляционную поверхность от возможных механических воздействий, проколов и повреждений. Восстановление обмазочной гидроизоляции вследствие повреждения может обойтись в 3-4 раза дороже, чем первоначальное нанесение. Вывод: использовать обмазочную гидроизоляцию можно только тогда, когда вероятность протечек и так мала. Например, если уровень грунтовых вод низкий, то можно обмазывать стены фундамента битумом, сделать дренаж вокруг строения и отвести дождевую воду. Использование обмазочной гидроизоляции на крыше уже не актуально, так как в морозы битум трескается, а лед делает в нем разрывы своими острыми краями. В результате уже к весне поверхность не герметична. Обратите внимание, что на рынке появились полимерные смолы, битумно-полимерные и битумно-резиновые мастики, которые можно наносить в холодном виде. Такой способ нанесения проще и быстрее, чем горячий, но недостатком полимерных мастик является все та же неустойчивость к деформациям. Любые вибрации и механические воздействия приведут к появлению трещин и разрывов. Оклеечная гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция представляет собой приклеенные к основанию рулонные материалы. Чаще всего материалы укладываются в несколько слоев от 2 до 5. Назначение: применяется только для внешней противонапорной гидроизоляции. Рулонные материалы можно приклеивать как к вертикальным поверхностям, стенам фундамента, так и к горизонтальным поверхностям плоской крыши.
Самые распространенные материалы для оклеечной гидроизоляции – рубероид, пергамин, толь, полимеризованные битумные материалы на основе стеклоткани и полиэстера, резинобитумы. Современные материалы с полимерными добавками более долговечны, не подвержены гниению и образованию плесени, в отличие от рубероида, картонная основа которого быстро выходит из строя. Достоинства: оклеечные материалы можно укладывать на бетон, металл, дерево, старое рулонное покрытие, плоский шифер, асфальтобетон. Материалы устойчивы к агрессивным средам, влагонепроницаемы и экономичны. Недостатки: требуется тщательная подготовка поверхности, не допускаются неровности более 2 мм. Наклеивание и наплавление материалов следует производить с особой тщательностью. Температура во время работ должна быть не ниже плюс 10 градусов. Есть исключения: эластомерные и термопластичные материалы. Покрытие может порваться под действием механических нагрузок или острых предметов, поэтому его желательно защитить. В случае с гидроизоляцией фундамента следует выполнить прижимную стенку. Поверхность бетона при наклеивании должна быть абсолютно сухой. С мокрым бетоном отсутствует адгезия. Необходимо контролировать качество всех сварных швов и нахлестов материала. Приклеивать материал необходимо в несколько слоев. Сложно обойти углы и сложные рельефные основания. Несмотря на недостатки, современные рулонные материалы на основе полимеризованного битума с успехом используются для гидроизоляции фундаментов и кровель. Лучше, если оклеечная гидроизоляция будет применяться в комплексе с другими мероприятиями. Окрасочная гидроизоляция. Окрасочная гидроизоляция подразумевает нанесение мастик в жидком виде слоем 3-6 мм. Полученная пленка не имеет швов и довольно эластична. Назначение: применяется для внешней и внутренней гидроизоляции. С помощью окрасочных материалов можно бороться с трещинами в стенах, крошением и эрозией. Также гидроизоляция комнаты изнутри легко может быть обеспечена подобными мастиками. Например, окраска пола и стен ванной комнаты убережет от затопления соседей и разрушения материала стен. Материалы: битумные мастики с различными добавками из талька, асбеста, а также мастики на основе синтетических смол. Достоинства: просто, дешево, быстро. Особых навыков работы с материалом не требуется. Покрытие абразивно устойчиво и паронепроницаемо. Недостатки: долговечность служит около 5-6 лет. Напыляемая жидкая гидроизоляция. Напыление полимерно-битумной эмульсии на водной основе еще называют жидкой резиной. Однокомпонентные и двухкомпонентные составы наносят с помощью специального оборудования, механизированным способом напыления. Назначение: гидроизоляция кровель. Иногда жидкую резину используют для гидроизоляции подвалов изнутри, но это неправильно. Обратите внимание, жидкая резина не способна выдержать отрицательное давление воды, она просто отрывается от основания. Поэтому напыление ее в подвале просто впустую потраченные деньги. Если же давление воды положительное, как, например, на крыше, то можно смело использовать данный материал. Достоинство: при напылении жидкая резина заполняет даже малейшие поры, создавая герметичное покрытие. Поверхность обрабатывается быстро за счет механизации работ. Недостатки: требуется температура не ниже плюс 5 градусов. Покрытие боится проколов. Перед нанесением поверхность основания должна быть сухой и не промерзлой. Сильный ветер затрудняет распыление. Работы необходимо производить в безветренную погоду. Высокая цена. Сложный рельеф требует большого расхода материалов, что приводит к общему удорожанию. Работы могут выполнять только специалисты. Требуется специальное дорогостоящее оборудование. Если условия хранения жидкой резины не были соблюдены, например, она промерзла на складе, то спекание молекул не произойдет. На поверхности основания получится пористый блин, который просто не будет выполнять своих функций. Использовать можно только снаружи, работает на прижим.
Обратите внимание, гидроизоляцию жидкой резины рекламируют из каждого утюга, предлагают ею изолировать затопленные подвалы. Как вы уже догадались, покрытие прослужит не дольше одного сезона, а деньги будут потрачены зря. Используйте жидкую резину только на наружных поверхностях. Проникающая гидроизоляция. Проникающая гидроизоляция препятствует капиллярному поднятию воды в порах бетона. Состав для нанесения на поверхность бетона представляет собой смесь из портландцемента, тонкомолотого кварцевого песка и активных химических добавок. Проникающая гидроизоляция наносится на мокрую поверхность. Состав входит в реакцию с водой, в результате чего образуются кристаллы, которые заполняют все поры, трещины и капилляры и становятся частью самого бетона, препятствуя проникновению воды. Глубина проникновения состава в толщину бетона может составлять 15-25 см. Некоторые производители проникающих материалов уверяют, что их состав способен проникнуть на 90 см вглубь толщины бетона. Назначение проникающей гидроизоляции: обрабатывается поверхность бетона в подвалах. Если откопать фундамент не представляет возможным, то его также можно обрабатывать изнутри проникающим составом. Различные бетонные емкости, например, силосные ямы, также гидроизолируют проникающими материалами. Достоинства проникающей гидроизоляции. Все работы можно производить изнутри подвала. Нет необходимости откапывать фундамент. Высушивать бетон не нужно. Чем более глубоко увлажнен бетон, тем лучше происходит реакция кристаллизации и глубже проникнет состав. Качественные материалы способны проникнуть на глубину до 60-90 см в толщину бетона общим слоем. Обеспечивается защита материала изнутри, а не только снаружи. Полностью исключено проникновение воды внутрь бетона. Состав обладает функцией самозалечивания. Если появляется трещина в бетоне, то она тут же заполняется кристаллами. Длительный срок службы равный сроку службы самого бетона. Бетон остается паронепроницаемым. Повышается морозостойкость и прочность самого бетона. Не требуется дополнительное дорогостоящее оборудование. Обработанному бетону не страшны механические воздействия. Например, если у вас возникает потребность очистить силосную яму металлическим скребком, вам не стоит беспокоиться о том, что вы нарушите гидроизоляцию. Бетон можно сверлить, закручивать в него дюбеля и проводить другие травмирующие бетон работы. Экологичность материала можно применять для поверхностей, находящихся в контакте с питьевой водой. Некоторые проникающие составы можно применять для заделки фонтанирующих течей. Недостатки проникающей гидроизоляции. Проникающими составами можно обрабатывать только бетон, строительные растворы, штукатурки и стяжки на основе цемента марки не ниже М150, кирпич и камень не поддаются воздействию проникающей гидроизоляции. Работы можно производить только при температуре не ниже плюс 5 градусов. До начала работ желательно удалить всю отделку и непрочно держащуюся штукатурку до самого бетона. Также необходимо раскрыть все трещины и обезжирить поверхность бетона. Если выполняется гидроизоляция старых конструкций, бетон следует тщательно увлажнить. Проникающая пропиточная гидроизоляция больше подходит для обработки свежего бетона. Старый бетон необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность, так как за время эксплуатации все поры забились. Для этого используется пескоструйный инструмент. Обратите внимание, что проникающая гидроизоляция не работает на кирпиче и камне. Инъекционная гидроизоляция. Инъекционная гидроизоляция заключается в нагнетании ремонтного жидкого гидроизолирующего состава в трещины, поры, швы, примыкания и толщу старого раскрошившегося материала. Работает не только на бетоне, но и на кирпиче, буте и каменной кладке. Назначение: устройство гидроизоляции швов и стыков в местах примыкания стен и грунта, устранение протечек в стенах, увеличение несущей способности и упрочнение ветхих фундаментов из кирпича
и бута, отсечка капиллярного подсоса воды из грунта. Материалы: акрилатные гели, пены, смолы, полимерные композиции, резины, цементосодержащие инъекционные материалы и другие материалы. Достоинства: не требуется откапывать фундамент, работает не только на бетоне, но и на кирпиче и камне. Эффективно работает при восстановлении гидроизоляции различных деформированных швов. Устраняет капиллярный подсос в кирпичных кладках. Возможность устранения напорных и фонтанирующих течей. Недостатки: высокая стоимость материалов и оборудования. Требуется полный демонтаж отделки. Работы могут выполнять только специалисты. Необходимо точно знать место протечек. Работа представляет собой комплекс сложных операций согласно технологической инструкции и применяется в промышленных масштабах. Решение о проведении инъекционной гидроизоляции может принять только специалист. Супердиффузные и диффузные мембраны для гидроизоляции. Супердиффузные мембраны представляют собой высокопаропроницаемый материал, структура которого армирована полипропиленовыми волокнами, используется для гидроизоляции скатных кровель и вентилируемых фасадов. Данные мембраны можно укладывать непосредственно на теплоизоляционный материал. Диффузионные мембраны требуют обязательного наличия двух вентиляционных зазоров между утеплением и материалом, а также между мембраной и кровельным материалом. Назначение: в скатных кровлях применение супердиффузных мембран позволяет использовать более легкие материалы. Достоинство: высокая паропроницаемость мембран создает благоприятный климат внутри помещений, выпуская из них пар. Стены или крыша как бы дышат, укладываются очень просто, служат долго, не требуют к себе повышенного внимания. Недостатки: поры могут засоряться, что снижает паропроницаемость мембраны. Не используется с еврошифером и металлочерепицей. Бентонитовые маты. Бентонитовые маты – так называется монтируемая гидроизоляция. Маты представляют собой бентонитовую глину в гранулах, заключенную между двумя слоями картона или геотекстиля. После монтажа к поверхности, которую требуется гидроизолировать, например, к заглубленной части фундамента, картон разлагается, а глина остается выполнять функцию щита между фундаментом и дождевой водой. Бентонит после контакта с водой набухает и превращается в гель. В процессе монтажа маты укладываются с нахлестом, а в местах стыков просыпаются бентонитовые гранулы. У данного способа гидроизоляции есть только один недостаток – высокая стоимость. Применять его можно для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей, например, укладывать рядом с фундаментом дома на грунт, препятствуя просачиванию дождевой воды в почву рядом с домом. Все работы по гидроизоляции здания или строения лучше проводить еще на этапе строительства, позаботившись о сохранности объекта заранее. Для монолитно-бетонного строительства рекомендуется использовать специальные добавки в бетон, повышающие его показатели водонепроницаемости. Гидротехническая добавка повышает водонепроницаемость бетона. Подобные добавки отличаются не только составом, но и принципом действия. Выбор того или иного вида гидроизоляционных работ лучше доверить профессионалам, особенно если все неоднозначно, как, например, с гидроизоляцией фундамента.